14 июня 2023 года на официальном канале Motion Twin вышел тизер мультсериала по Dead Cells, вещь, о котором мечтали многие фанаты игры, все благодаря супер сочным анимационным трейлерам обновлений. Все их делала французская студия Bobby Pills, и они же продолжат свое дело в мультсериале. Но еще с этого первого тизера меня тревожила одна маленькая деталь. На контрасте с красивыми задниками в самом конце появился он. Главный герой, безголовый, огнеголовый, гомункул, Бобби, называйте как хотите. И выглядел он, мягко говоря, упрощенно по сравнению с тем, что было в трейлерах. Переживания оказались не беспочвенными, к сожалению. На данный момент вышли все 10 7-минутных эпизодов мультсериала, и это просто пиздец. Dead Cells имеет в себе одну серьезную проблему. Чем больше было обновлений, тем меньше оставалось в ней идентичности. Комнаты, созданные, чтобы намеками раскрывать сюжет, легко путались с обычными отсылками на другие игры. Да и лорные обновления вместе с ответами приносили новые вопросы, из-за чего образовывались недосказанности и дыры. Плюсом это рогалик, и даже сюжетные записки здесь генерируются рандомно, так что крайне тяжело понять, что здесь происходит. Но основная база такая. Есть некий остров, где правил король. В какой-то момент жители острова начинают заражаться болезнью под названием хворь. Король и его свиты пытаются болезнь сдержать, но когда понимает, что это бесполезно, в ход идут бесчеловечные меры. Король сам по себе был довольно жестким эгоистом, и его волновало только свое состояние. Как итог, остров сейчас переполнен мутировавшими от хвори монстрами, а некоторые знакомые короля все еще пытаются остановить распространение болезни, не дав ей вырваться за пределы острова. Мы же играем за некую зеленую слизь, которая вселяется в труп узника из тюремных камер, и наша задача — выбраться или спасти себя, по пути разбираясь с остатками королевской свиты и мутантами. Персонажи в игре интересны, но, к сожалению, многие практически не раскрыты. Некоторые даже встречаются только в записках, несмотря на важную роль в общем сюжете. Короче, мультсериал мог дать им время наконец себя показать. Но вместо этого... Давайте по порядку. А, еще кое-что. В видео будет использоваться фанатский дубляж от Branded Project, и вся критика, понятное дело, к ним вообще не относится. За дубляж и его крайне быстрый выход отдельный респект. Ссылки на ребят, если что, есть в описании. Действия мульта разворачиваются в том временном промежутке, когда уже вспыхла эпидемия хвори, но при этом король все еще действующая власть, и королевство вполне себе функционирует. То есть это приквел к игре, что опять же должно играть на руку сериалу. Нам презентуют нового персонажа, Лауру Эспозито, которая относится к некой фракции Хранителей Истины. Их задача — распространять пророчество об избранном, который придет и положит конец тирании короля. А еще их вера не позволяет им врать. Королевская стража во главе с Тайлером Жирденом находит Лауру и кидает в темницу. Тут она и встречается с Огнеголовым, и поначалу он с ней не ладит. К слову, да, Безголовый тут разговаривает. Я почти сделал это. Я был полностью готов к этому шагу, поскольку сделать интересный мультсериал с немым главным героем давайте скажем, очень сложно. И в том числе я понимал, что ему еще и напарника докинут, дабы раскрывать персонажей на пути к главной цели. Все так делают. Но почему для этого нужно было создавать новую героиню, мне не очень понятно. Напоминаю, в игре огромная куча нераскрытых, но упомянутых или показавшихся персонажей на крайняк врагов. Буквально в самом начале игроку помогает некая девушка-рыцарь, которая впоследствии умирает. Можно было ее использовать в качестве напарника. Это было бы даже логичнее, ведь чуть позже Огнеголового пронзают, и Лаура одним взмахом меча сносит 2 головы стражников, до этого держав в руках максимум поварешку. И это не сексистская шутка, создатели сами скажут в 8 серии, что Лаура не способна сражаться, она не такая. Но при этом совершает даблкилл в первые 4 минуты сериала. Из-за отсылки на игровой процесс я не собираюсь закрывать на это глаза. Избранный в своем стиле благодарит ее за спасение и таки решается попытаться сбежать вместе. Однако у самого выхода Лауру ловит стража. Куда это ты направляешься? Просто отлить, а что? Это правда, мисс Эспозито? На самом деле мы планировали сбежать. Окей, ладно, для меня это забавная шутка, но она на самом деле тупая. Ведь заключается в том, что Лаура не может врать. Однако, если бы она тут и соврала, то стражник отпустил бы бессмертного заключенного отлить, что ли? Вот тут на самом деле прикольный момент, ибо Огнеголовый просто забивает на пророчество и уходит, что очень даже в стиле персонажа из игры. Он там ведет себя порой так отвратно, что играть за него противно, так что характер главного героя — это одна из хорошо переданных вещей. Хранительница истины заинтересовывает его неким мечом, способным убить саму смерть. А избранный — это бессмертный, что мечтает умереть. Так что он спасает Лауру, сделав сковородкой огромный взрыв и дыру в полу.
Окей, он, кажется, не догадывается о своей истинной силе. Тут становится заметно, как сильно же мультсериал торопится. 7 минут, ну, очень не хватает. Приходится развивать события слишком быстро, из-за чего зритель не успеет привязаться к персонажам и вообще уследить за сюжетом. Но эта торопёжка, как потом окажется, будет зря. Уф, приятно видеть канон, канализации, упоминание, что сюда скидывают зараженных хворью и нападение зомби. Правда, все портит момент спасения от этой толпы. В другую сторону, дура! Они собираются сожрать мои кустарки! Без комментариев. На какой-то хрен нам опять презентуют нового персонажа, вместо, ну знаете, использовать кого-то из игры, кроме главного героя, в мультсериале по игре, нет? Зато он четко передает мнение фанатов, когда они увидели рисовку. А я избранный. Ты? Ага. Какое разочарование. Что? Имя его Паула можете не запоминать. Он решается помочь героям и показывает единственный выход из канализации. Однако по пути на Лауру нападает зомби, веревка сгорает, герои падают с большой высоты на металлическую решетку прямо лицами, им все равно. Паула бомбит и нажимает рычаг, который, судя по всему, спроектирован специально, чтобы создать огромное давление в трубах. Все взорвать и затопить. Ну, знаете, в каждой средневековой канализации такое есть. Напор воды выкидывает приключенцев, а Паула под очень грустные гитарные запилы умирает. Боже, как насрать, мы его знаем ровно 4 минуты, серьезно что ли? Еще оказывается, что зомби таки настиг Лауру, но проблема решается одним взмахом клинка. Нет, подожди! В следующей серии сначала убивают еще одного персонажа, похуй плюс поебать, а затем показывают короля, который говорит, что опасался встречи с Огнеголовым 250 лет и призывает на помощь 5 подданных. Полагаю, что фанаты игры, которые знают о главном сюжетном повороте с королем, уже почувствовали боли в районе 5 точки, но и это еще не все. Та самая 5 это, считай, замена десницы, правой руки короля из игры. Прикольно, конечно, что они вместе и являются этой рукой, типа каждый отвечает за свой палец, но эта замена самое тупейшее решение во всем мультсериале. Во-первых, они все созданы были исключительно для того, чтобы главные герои хоть как-то продвигались к королю, справляясь с каждым из них по одному в серию. То есть весь этот быстрый темп в начале был только для того, чтобы замедлиться на расправу с неинтересными псевдобоссами на каждый эпизод, тем самым в разы замедлив этот темп, так еще и неигровыми персонажами. Алло, у нас есть десница короля, что на постоянке его охраняет, хранительница времени, что засунула остров в бесконечную временную петлю, гигант, который был ближе всех к королю, но поплатился за откровенность, капитан стражи Кастейн, мутировавший в привратника, алхимик, что так пытался найти лекарство от хвори, целая раса зеленых умельцев на все руки. Но нет! Зачем раскрывать и показывать таких интересных личностей? Давайте просто придумаем заглушки. Сука, мультсериал по Dead Cells, а из старых персонажей только ГГ. Обратно к нашим баранам. Надо пригнать стадо. Да. Отрезать руку оказалось недостаточно, и Лаура все еще заражена хворью, а Огнеголовый просто попадает в ловушку зловещей 5. Я опущу тот момент, что он попал к ним исключительно потому, что те расклеили листовки, мол, у избранного член мелкий. У 5 оказывается какая-то там сила, они могут пафосно встать и превратить избранного в чупа-чупс. Лаура этот чупа-чупс ворует и падает в реку, а берег ее относит к... Тут мы ступаем на тропу важных спойлеров к игре, я вас предупредил. О боже, мои молитвы были услышаны. Файнали, персонаж из игры, коллекционер. А точнее тот самый алхимик. Просто в финальном финале игры оказывается, что коллекционер и алхимик это один и тот же персонаж. И видимо мультсериал наконец-то пытается в канон, раз он живет в такой крутой лаборатории. Нам даже его лицо показали. Да. В общем, он поясняет Лауре про мертвые клетки, которые и помогают излечиться от хвори. То есть он уже сам давно изобрел лекарство, но раз король все еще правит, почему он не доставил его к нему? Возможно, из-за побочек, благодаря которым алхимик и приобрел такую смачную внешность, но и тут какой-то рофл, ибо нам тут же демонстрируют протез для беспобочного поглощения мертвых клеток. Именно благодаря нему можно временно лечиться от хвори, то есть придется постоянно его заряжать, и спойлер, дальше про этот момент никто не вспомнит. Пока я болтал, коллекционер уже расколдовал избранного и пояснил, что 5 неинтересных персонажей необходимо убить, дабы доспехи короля стали уязвимыми. Плюсом у хранительницы истины начался процесс зомбификации, так что избранный обязан поохотиться за мертвыми клетками в одиночку. Но неужели нам наконец дадут посмотреть на то, на чем базируется игра? Ведь мульт-то по игре... А, не, он будет бухать всю серию и потом только под конец вспомнит про обещание. Ладно, это в его стиле. Короче, он успевает, и они кабанчиком в следующие эпизоды убивают пальцы короля. То, как это происходит, лишний раз доказывает, что придуманные эти придурки были исключительно потому, что создатели не знали сюжет игры и вообще не понимали, про что им там сериал рисовать.
В следующей серии они побеждают Челика, обыграв его в волейболе. Я, блять, не шучу, это пляжный эпизод, как в любом аниме. Как в мульте из детства, который шел по СТС. И это не комплимент, у тех мультов было серий по 20 минимум, а тут 10 всего и на 7 минут. Шестая серия тоже использует заезженный троп и засовывает героев во временную ловушку, из-за чего они проживают прошедшие события снова, но с другими репликами. Если игра, являясь рогаликом, вносила изменения в игровой процесс при переигрывании, да и те же мульты по СТС вносили в подобные серии хоть какие-то отличия, то здесь анимация вставлена полностью, без каких-либо изменений. Поменяли только озвучку. Я вообще сначала подумал, что переводчики случайно залили не тот файл, пришлось помотать тайм-коды. Серьезно, здесь 4 минуты и 45 секунд наглого заимствования кадров из прошлых эпизодов. Это 67,86% от всей серии, не считая логотипов и титров. Такой наглой халтуры и экономии я еще не видел. Этот эпизод показывает, что сериал не только как Dead Cells плох, но и как что-то самостоятельное хренотень полная. Главной злодейкой этого эпизода является Интекса, и какого-то хрена она создает иллюзию для героев в башне времени, там, где должна быть хранительница. Но это же не она, ведь это другой персонаж, так еще и тупо умирающий в конце эпизода. Нахрен она вообще ему тесны показывала, если можно было сразу убить? Следующего придворного короля они вообще не убивают и устраивают с ним сеанс психотерапии. Тот надавливает на мать Огнеголового, он ревет, что не может ее вспомнить, психует и начинает ссать на зрителя. Харламов, разлогинься. Короче, оказывается, что Мелкий на самом деле псих и убивает пациентов ручкой после психотерапии. Герои зачитывают его личный дневник и убивают. Ну типа, реально, он умер от кринжа. Тупой бред, но хоть оригинальный. Вроде. Четвертый же палец главнокомандующей армии погибает за кадром. В начале следующей серии. Если честно, мне уже кажется, что это мета-ирония, и создатели на самом деле дико рофлят. Невозможно настолько тупо тянуть время сериала, придумывая ненужных персонажей, заменяя уже существующих прописанных личностей из игры, а потом вообще не понимать, что с этими новичками делать и сливать их за кадром. В этих эпизодах просто банальнейшие сюжеты, которые любой человек уже видел, если это не первый его мультсериал, иначе сочувствую. Тут же проявляется другая проблема. Главным героем является Лаура, а не Безголовый. Ей дали руку, которая поглощает души пятерки короля. Она держит большую часть раунда волейбола. Она развеивает иллюзию и убивает Интексу. Она развивается как персонаж через этот сраный сеанс, и даже она за кадром убивает в спину. В то время как Огнеголовый просто ходит за ней по пятам и ждет, когда его наконец пронзят мечом истины. Он не меняется и играет роль скорее персонажа для рофлов, а значит, что дали ему голос и напарника зря. Как я говорил, к такому как раз прибегают, когда нужно развить персонажей, но вместо этого Огнеголового отодвинули на второй план. То есть по итогу главные персонажи и события сериала те, которые были из ниоткуда придуманы сценаристами. Вырежи отсюда все, что относится к Dead Cells, и ничего не поменяется. Так почему это тогда вообще мульт по игре? Избранный ощущается тут как пасхалка-отсылка, будто его засунули так же, как и в кучу других игр во время коллабораций, типа Skull the Hero, Risk of Rain 2, RoboQuest и так далее. Ай, грустно все это. Восьмой эпизод посвящен той самой школе истины. Тут избранный узнает две вещи. Первое, что Лаура сирота, и, видимо, теперь ему на нее не насрать. Второе, меч истины это ложь, и Огнеголовому вновь насрать на Эспозито. Через минуту, блять. Лаура просто подписала кухонный нож в надежде, что это сработает. Очень наивно. Короче, избранный обижается, уходит, а последний средний палец приходит и режет всю школу, оставляя в живых только Лауру, которую похищают. Неожиданно алхимик находит Безголового в баре и сообщает эту информацию, заодно отдавая кухонный нож. И Огнеголовому опять не насрать, он идет в следующей серии спасать хранительницу истины. 3 раза за серию переобулся, магия сценариста не иначе. Кстати, средний палец руки нам показывали как самый сильный и приближенный к королю. К тому же его дизайн немного напоминает десницу. Но он умирает одним движением кухонного ножа в спину. Бой длился 4 секунды, и я думаю, вы уже вообще не удивлены. Избранный роняет нож, король его хватает и готовится законсервировать в баночку, но Лаура опять спасает его, делая из руки после сбора энергии со всех пальцев какой-то зеленый клинок и выполняет работу за Огнеголового. Приходит алхимик, говорит, что на самом деле в пророчестве еще и про Лауру писалось, это ее судьба, и тут бам, плот-твист, который в лучших традициях Dead Cells, и объясняет, и задает больше вопросов. Король на самом деле королева, что называет Огнеголового своей любовью. Третий персонаж из игры. В последней серии нам решили просто рассказать лор и...
Фанаты игры, готовьтесь. Жили-были король и королева. Правили справедливо, но жестоко. Однако никто не был против. И тут король захотел обрести, ни много ни мало, бессмертие, потому что не хотел расставаться с королевой. Разрешаю кидать каблук в комментариях. Обратился он к нашему знакомому алхимику, но тот начал брыкаться, мол, слишком много просишь и что-то взамен придется отдать. Так и работает алхимия. Но король тупо didn't listen и заставил алхимика исполнить волю. Именно поэтому король и королева превратились в гомункулов, отдав за бессмертие свои красивые тела. Но и это еще не все. В качестве чаевых на острове появилась хворь, из-за которой люди сходят с ума и поедают друг друга, а огнеголовые просто кайфовали с вида и своего бессмертия. Да. В игре у нас было много намеков от разработчиков касательно происхождения хвори. Сброс толпищ трупов в канализации, добыча магических кристаллов в пещерах, непонятная жидкость, протекающая по всему древнему храму, что скорее всего находился под островом еще до правления короля, секретные неудачные эксперименты самого алхимика. Но все оказывается намного проще. Глупый король захотел бессмертия, а небеса решили внести правки в баланс и подкинули хворь. Ну, такое себе, если честно. В какой-то момент любовь прошла, и король с королевой начали друг друга ненавидеть, поэтому вторая решается снова обратиться к алхимику, дабы тот стер первому память. После чего Огнеголовый был брошен в темницу, подальше от королевы, а та решила стать королем и править дальше. Но в итоге алхимик, видимо, решил мир спасти, а потому направлял наших героев, чтобы Лаура в конечном итоге убила королеву. И да, она просто откашливается и умирает. Один из самых интереснейших и непрописанных из игры персонажей пробыл в наших глазах всего... А мне уже лень считать, если честно. И вообще, каким образом эта огромная хренотень налезла на королеву? Да и зачем вообще она притворялась истинным королем 250 лет, если народ и так знал, что правили они оба? Да и насрать им уже всем, доверие королевской власти давно подбито. Теперь, когда все знают правду, Эспозито решается убить Огнеголового. Нахуя? Не, я понимаю, что у тебя родители друг друга съели, но твоя задача была отомстить за них и спасти народ. Последние 250 лет правил другой человек, которого ты только что убила. Нахрена тебе убивать избранного? Его смерть ничего не поменяет. Да хотя кому я это объясняю? Вы и так все понимаете. Огнеголовый тоже хорош, блин. Ты же хотел умереть! Да, я передумал. Я знаю, что вы уже лицо из окна вываливаете из-за духоты, но у нас тут уже финал. Эспозито не может решиться убивать или не убивать, перебарщивает с эмоциями, меч что-то там взрывается, разрушает королевский замок, и небеса опять злятся, что бессмертный все еще бессмертный. Видимо, поэтому призывает огромный синий портал из Doom Eternal, который начинает все засасывать. Конец. Я серьезно, это конец. Как же надеюсь, что второй сезон не выйдет. Окей. Огнеголовый узнает о своем прошлом раньше нужного. Королева умирает, замок разрушен, хворь появилась из-за злых тучек, которые сейчас же разрушают остатки мира. Ну, видимо, это даже не приквел к игре. Это альтернативная вселенная. Самый ленивый способ отмахнуться от первоисточника. Хуже и представить нельзя. Короче, что мы имеем со всего этого? Разрушенное ожидание фанатов в плане рисовки. Ну, честно говоря, к ней быстро привыкаешь, так что не критично. Из игры взяли только общий концепт, 3 персонажей и одного монстра. Местами тупейший юмор, но иногда это плюс. Ненужная отсебятина в виде скучнейших новых персонажей, банальные и заезженные сюжеты в эпизодах, тупые сюжетные повороты и нелогичность некоторых решений персонажей, халтура в анимации, просранная возможность раскрыть лор игры. Итог. Это не мультсериал по Dead Cells. Ничего нового к игре он не добавляет, а если оценивать его как отдельное произведение, то оценка окажется еще ниже. Просто подумайте еще раз, какой был простор для фантазии. В игре огроменная туча всякого оружия, но в мультсериале мы видим обычный меч, сковородку и кухонный нож. В игре есть артефакты, которые даруют главному герою разного рода силы, и про их происхождение ничего не говорится. Но в мультсериале на них даже намека нет. В игре мы вольны выбрать свой маршрут из разного рода интересных локаций со своей атмосферой и сюжетной значимостью. Но в мульте герои проведут большую часть времени в канализации и лесах. А ведь анимационный проект по клеткам хотели еще с самого первого трейлера. Как же люди ликовали в комментариях, когда произошел неожиданный анонс, но теперь там лишь задаются вопросами. Остается только ждать последнего обновления на игру и... Пока я ждал последнюю серию, оно уже вышло. Что ж, теперь больше чего-то глобального по этой вселенной мы ничего не увидим, и может оно и к лучшему. Узник наконец получит то, что хотел. Смерть.